Приветствую, дорогие друзья! Давненько у нас не было роликов по Song of Six. И сегодня мы начнем, если я правильно помню, это будет третий сезон. Игра очень сильно обновилась с нашего последнего раза. Уже 69:38, добавились очень много разных интересных плюшек, приколов. Даже вот компанию доработали немножко. И вроде как даже конец игры какой-то уже есть, логический. Но мы с вами выберем случайную игру. Тут все по дефолту оставим как есть. И просто насладимся этим моментом. Из раз, наверное, мы возьмем людей. Тут очень много непереведенного текста. Русификаторов я не нашел никаких, а встроенный он, как вы видите, не очень полный и не очень корректный. Поэтому, наверное, мы выберем людей. Сейчас я сделаю нам флаг. Какой-то такой флаг у меня получился. Название нашей фракции будет Империум Человечества. И флаг такой очень православный. Поэтому продолжим. У меня, кстати, открыты все возможные модификаторы. Но мы выберем, наверное, следующие. Это будет Сыны Солнца. Пастух Энтелодонтов. Непобедимый. Мудрый. И еще какой-нибудь один из уровня, наверное, можно Великий. Случайный сид, вот сможете им воспользоваться, если захотите. Наша цель выбрать какое-нибудь интересное место, где у нас будет довольно-таки плодородно и при этом будут ресурсы. Вот это место в горах довольно-таки неплохое. То есть здесь, во-первых, мы будем окружены, то есть здесь будет мало количества фракций для борьбы. Здесь у нас проходит речечка, и здесь есть по чуть-чуть материалов каждого вида. То есть даже он будет у нас самоцветы и другие руды. Поэтому давайте здесь мы остановимся. И вот у нас, получается, есть 3 соседа, я так понимаю, да? Ну да, вот 3 соседа, 2 соседа реальных и пустые земли, да, ничейные. Не уверен, что мы успеем чем занять. Давайте смотреть на наше новое место. Так как уже в прошлых сезонах я показывал в реал-тайме, как мы все это делали, то в этом, скорее всего, я буду вырезать моменты и просто показывать готовые структуры за исключением некоторых особенностей. Но если вам такой подход не очень нравится, вы об этом напишите. Тогда мы вернемся к старому формату, где я уже довольно-таки подробно все рассказываю и показываю. Первым делом наша задача очень простая. Это найти достаточно плодородную почву. Кстати, можно посмотреть, что добавили вроде бы иконки. Раньше я их не помню. Но нам нужна, получается, плодородность от почвы. У нас плодородная почва получается, ближе к воде. Вот здесь у нас, не густо, короче, не густо. Значит, можно будет расположиться где-нибудь вот здесь, образно, или здесь. А здесь сделать ферма будет в будущем. Будет очень неплохо. Тут у нас что? Это далековато, конечно, все находится, да? То есть все руды у нас краю карты. Это... Хотя можно регенерировать, давайте посмотрим. Может, как-нибудь поближе будут у нас руды? Не, они все равно здесь с краю карты, потому что здесь гор особо нет. То есть придется там делать отдельные какие-то шахтерские поселения, но в плане плодородия стало стать лучше. Смотрите, как его много. То есть прям очень много плодородия, особенно вот в этой части. Поэтому можно, наверное, будет вот здесь обосноваться. Здесь сделать фермы как раз-таки, пшеницы, что-нибудь такого. Ну да, вот здесь можно потихонечку строиться в этой части. Здесь будет все под ферму. Ну и начнем. И вот я накидал примерно наш план проекта. То есть у нас пока не будут строить, я вам объясню, мы построим колодец, трибуну и очаг, чтобы поддерживать наших жителей в тонусе. Сделал здесь небольшие домики, 2 штучки им пока хватит, складик организовал. Организовал ремонтную мастерскую для починки дорог и содержания зданий и зерновую ферму, чтобы выращивать первичный урожай. Но наши люди пока что-то как-то не хотят работать, поэтому мы им еще сейчас поставим рабочее место вот здесь. Да, откинем человек 5 и пусть занимаются. То как-то они нам изначально дали чуть зерна, скота, древесину, камень. Но все это, к сожалению, тратится, поэтому нужно будет в ближайшее время, как можно скорее,
Уже построить загоны, чтобы домашний скот не исчез. Касаемо еды, у нас еще есть пайки вроде бы. Или вы их скушали уже? Непонятно. Животные у нас есть. Вот здесь есть эти страусы. Мы на них поохотимся, я думаю. Там еды, конечно, немного будет, но с голоду, может, не помрем. Наверное, побольше поставим, человек 7. Чтобы они более активно этим занимались всем. Страусов они, вижу, убили. Еду принесли, но пока складировать ее особо негде. Теперь мы сделаем склад. Он тут делается. Вот здесь провиант. Все по чуть-чуть пока сделаем. Потом уже будем маневрировать. Смотреть, сколько нам чего надо. Что людей у нас немного. Какая-никакая еда у нас появилась. Нам бы еще сделать загон. Загон, наверное, вот здесь, наверное, добычу леса сделаем. Надо разметить загон. И вот, наконец-таки, мы ввели в эксплуатацию нашу первую ферму, которая будет нас кормить. Осталось сделать пекаря, который будет это все выпекать. Сейчас мы стараемся как можно быстрее достроить пастбище, пока что у нас не пропал весь домашний скот. Потому что потом его будет создать очень тяжело, только там через покупки, либо же через охоту, очень заморачиваясь. Поэтому давайте мы спасем столько, сколько успеем. Вот мы уже потеряли очень много, и всего 5 осталось. У нас начался голод. Благо, нас пока что птички кормят. И вот эти существа тоже кормят нас. Насчет охоты мы и живем пока что, к сожалению. Но как-нибудь так проживем. Тут появились еще новые ивенты, связанные с нашей властью. Здесь вкратце о том, что появились демократы, считающие, что нам нужно выбор. Я думаю, что нам нужно сделать вот так. Да, мы потеряем человечка, но мы возьмем 4 еще. Потому что нам люди в любом случае нужны будут. Еще можно взять. Я бы, знаете, до 20 поднял бы. По еде мы сейчас более-менее стабилизировались. Нам осталось только стабилизироваться по... Как сказать, стабилизировались. Вроде есть, а вроде нет еды. Все сложно, короче. Вот здесь еще свинки остались. На них поохотимся. Нам нужно будет сейчас сделать пекарню. Вот мы достроили наше пастбище. Поставим здесь пока 3 человек, и там автоматика пусть дальше играет. Нужно просто спасти наших животных. И сколько их уже? 3 животных есть. Отлично. Вот такой у нас проект пекарни получился. Он рассчитан на 36 человек. Пока будет работать 3. Нам этого должно будет хватить. Здесь сразу мы поставили перевозчиков с деревом и зерном, чтобы наши рабочие ходили поближе. Постепенно у нас здесь идет расширение, но потихонечку они размножаются, становится больше. Процесс будет долгий. Нам сейчас нужно сделать в первую очередь это расширить наши посевные на будущее, чтобы с этим проблем у нас не было. Вот мы достроили нашу посевную, у нас теперь 4 фермы. Теоретическая их выработка будет 22, потребление у нас 18. То есть мы по зерну должны будем уходить в плюс. А по выработке еде у нас небольшой профицитик. Я построил им домик, чтобы поближе они ходили. И сейчас будем заниматься планированием уже религиозной зоны. Я достроил нашу небольшую религиозную зону, благодаря чему у нас сейчас потребность в религии начнет потихонечку расти. Надо еще сделать яму, чтобы трупы сбрасывать. Ну и кладбище на будущее. Также я построил, точнее засадил деревьями. Будем поднимать количество наших людей до 40. Мы достроили столярку. Тут сразу поставили 2 площадки перевозчиков, чтобы снабжать ее деревом и камнем. У нас здесь с деревом есть определенные трудности. Сейчас будем их потихоньку решать. По идее мы в профиците. Зерно у нас выращивается отлично. И потихонечку уже табуреты пошли. Сейчас будем улучшать склады. Строить еще общую яму построили пока что. Тут у нас скот уже 23, а было 5, помните? И сейчас мы займемся уже лесным хозяйством. Вот еще один новый ивент, который я не видел, это дружелюбные путешественники, что раньше рядом с нами проходили мигранты, и нам дали увеличить потребление голода, но при этом прирост людей, и счастье у нас будет повыше. Мы уже потихонечку растем, уже 40 человек мы смогли достичь. Сейчас у нас идет проект по застройке лесополосы для вырубки дальнейшей, чтобы обеспечивать наших столяров уже непосредственно дровами. У нас потребление пищи довольно маленькое, можно, наверное, даже подразогнаться.
до 50. Но придется строить еще один домик. Наверное, поставим его рядышком вот здесь, чтобы нашим дровосекам было поближе ходить в будущем. И все. С нами связался Синтара 9. Это владыка Анверена. Наш сосед предлагает нам просто дать деньги и металл. На самом деле я откажусь, потому что не хочу быть в долгу, особенно перед непонятными жуками. Касаемо нашей державы, мы полагаемся вот здесь. Мы зажаты между двумя соседями и одним свободным городом людским. То есть нас окружают тараканы и вот независимый имперский город какой-то. Ну, человеческий. Имперский он станет чуть попозже. Вот так. Опять-таки нам предлагают дать денег и еду. Но вот это я, наверное, возьму, потому что деньги и еда, они никогда лишними не бывают. Будем с вами честны. Поэтому здесь отказываться я не собираюсь. Нам пожаловал работорговец. Он предлагает нам купить рабов. Из интересного то, что наша расовая политика, я, наверное, буду отыгрывать опять-таки через одну монорасу человеческую. Но при этом не буду против брать кого-нибудь себе работнички. Наверное, мы купим за деньги, которые нам дал сосед, 5 свинок себе, как рабов. И пусть они будут заниматься чем-то полезным. Поставим здесь им домик. Касаемо рабов, мы сейчас определимся с их приоритетом работы. Они будут работать на фермах, потому что у них там большой плюс. Пусть здесь работают на зерновых, а наши люди будут заниматься чем-то более полезным. У нас произошло сейчас восстание рабов. Осталось 4 раба. Вот они, да? Есть только один вопрос в том, что у нас нет солдат. Сейчас будем это решать. У нас нет доступа к полигону, потому что мне нужен более продвинутый уровень. Ну и что они будут делать? Так просто постоят? Они ломают мне домики, да. Допустим. Рабы ликуют. И чё? Они захватили трон, допустим. И что дальше? И все? Как бы они просто пропали? Ладненько. Раньше с рабами было проще. Но, видимо, пока вооруженные силы не появятся, лучше ими не заниматься. У нас достроилась только что наша леса с просека, где мы будем вырубать древесину. Но людей у нас пока не хватает. Давайте до 80 мы подымем. Я здесь отправил побольше людей на столярку, чтобы быстрее начать аккумулировать ее. Здесь пока можно отправить человека... Здесь пока можно отправить человека 2, я думаю. Все будет отлично. Вот у нас наконец-таки появились табуреты. Можно их сейчас будет потратить на благое дело, на улучшение склада. Но я, наверное, хочу поставить им кое-что другое. Точнее, хочу им поставить рынок. И, наверное, все-таки уже заняться туалетами. Потому что иначе это очень грустно как-то получается. Вот мы организовали рынок. На этом рынке наши люди смогут брать материалы, которые мы им разрешим вот здесь, и использовать их для своих нужд и целей. То есть там оборудовать свои жилища, чтобы жить более комфортненько. По идее у нас пока что отлично. Теперь давайте займемся уже постройкой им уборной. Вот мы достроили уборную. Здесь наши люди сейчас будут получать услуги ухождения в туалет по-человечески. И наши люди станут чуть-чуть более довольны. Видите, еще требуется много чего. Но мы постараемся сейчас, наверное, дать им скамейки, потому что это самый простой, доступный нам вариант. Вот мы поставили им скамейки, чуть-чуть покрыли их нужды, и они стали в целом более веселенькие. Можно им еще разрешить, наверное, использовать древесинку чуть-чуть, чтобы свои дома облагораживать. И нам теперь необходимо заняться исследованиями. Наша животноводческая ферма показывает уже прекрасный результат. Она полностью забитая животными, и теперь у нас животные копятся уже в лимите. Опять демократы. Ну, сделаем вид, что лидера у них и не было. Ну, да, там счастье чуть пропадет. Зато будет стабильно. А стабильность — это очень хорошо. Вот мы достроили нашу научную станцию. У нас столько людей пока, к сожалению, нет. Мы, по крайней мере, 10 человек отправим. И посмотрим, что мы, в принципе, можем сейчас исследовать. Они опять-таки переработали систему исследований. Теперь здесь, ну, так сказать, убрали нулики, по сути. В первую очередь нас интересует это кладбище.
и как раз таки развлечения, точнее сцена. Это первое, что нас будет интересовать. Теперь можно поднять до 90. Еда нам пока позволяет. Ну да, можно чуть-чуть поскрипывать. Можно. Это все 4 пекаря было все это время, понимаете? Да, то есть отлично. Производство зерна больше, потребление, и хлеба у нас больше намного стало. И давайте строить. Вот мы достроили наше кладбище. Оно будет находиться рядом с общей могилой, куда мы будем скидывать трупы врагов, заключенных и другой падали всякой. Здесь будут храниться только наши граждане. Построили сценку. Наши граждане будут получать необходимые им услуги в развлечениях сцены. Ну и теперь можно будет думать дальше. У нас есть еще очки. Их не так, конечно, много. Что еще можно нам взять? Было бы хорошо взять стражу или рабов. Улучшение фермеров, переработки. Это все отлично. Вы видите, здесь очень много они добавили. Я бы изучил на самом деле домашнивание туров на будущее. Потому что мне бы хотелось поменять вот эту ферму. Точнее, построить еще одну такую же ферму, но уже для туров. Как видите, у нас мяса много, а вот хлеба не очень. Хлеба на сколько производится? Хлеба производится меньше, чем потребляется. Мы за счет мяса еще выходим. Засуха. Вот как раз таки еще засухи у нас тут всякие появляются. Сейчас лишние мы здесь поубираем. Что у нас пока что не существует. Расширим под мясо. И вот мы построили еще пастбище туров. Его наша стратегическая цель в том, чтобы он нам производил кожу, которую мы будем уже использовать для пошива нашей одежды. Здесь я сделал складик под мясо, кожу и скот, чтобы, так сказать, оно не мешалось на основном складе. У нас, кстати, появились ресурсы для улучшения наших складов, чтобы они стали побольше. И теперь будет поприятнее чуть-чуть существовать, потому что можно будет очень много всего складировать. У нас, я вижу, нехватка людей, можно поднять до 110, наверное, спокойно. Но надо строить еще дома. Без этого никуда, к сожалению. Население наше растет. К сожалению, до следующего титула, где нам откроется уже полигон с армией, нам очень далеко. Нужно больше 200 человек, но как бы будем пока работать с тем, что имеем. Мы построили наши первые фруктовые сады. Сейчас мы подрасширили чуть людей до 130. Построили первый наш фруктовый сад, который будет в первую очередь идти на производство выпивки нашим людям. Я думаю, мы сможем это сделать. Потому что, хотя можно и зерна производить, в принципе, у нас не такое большое потребление. Но, думаю, сейчас разберемся. Какой-то там ивент был. Сельский фестиваль. То есть давайте используем мясо. И мы получили прибавку ко всему по чуть-чуть. Но при этом потратили очень большую львиную долю мяса. Благо у нас производство мяса очень даже хорошее. Вот здесь, наверное, мы разместим уже производство непосредственно нашего импортного дорогого эля. Чтобы наши граждане могли кушать все прелести жизни. Здесь надо чуть поогораживать. И начнем его делать. И вот мы запустили нашего портного. Теперь он нам будет постепенно, потихонечку делать одежду. Производство у нас 15, да, потребление десяточка. И вот, пастбище 20 уже. То есть можно иметь это 5. Нам этого, конечно, скорее всего, не хватит. Это понятно, вот это надо смотреть. Ну да, там прям тютля в тютлю, поэтому лучше 4 пока оставим. А у нас не такое большое производство. То есть оно больше не вырастет уже. Ну ладно. По крайней мере, хоть какая-то одежда будет копиться нашим людям. Для потребления уже неплохо. Ага, вот момент, который я пропустил. Наши лаборатории потребляют теперь глину для работы. Это очень грустно. Поэтому для начала мы что сделаем? Мы сделаем площадку перевозчика. Чтобы он сюда копил глину, нам теперь нужно, вот здесь глины. Будем разрабатывать месторождение. Партнер у нас справляется отлично, у нас теперь очень большой склад одежды, благодаря чему я смогу теперь заняться производством, допустим, брони нашим людям на будущее. Она нам пока что не пригодится, пока что не нужна, но в будущем нам она пригодится. Поэтому пусть они делают. Как раз узнаем. У нас потребление меньше, да? Да не, ну да, меньше в 2 раза.
но и производят они меньше. Ну ничего. Здесь у нас потихонечку идет возведение нового квартала ремесленников, точнее рудокопов. Мы здесь будем добывать глину. Здесь мы будем хранить исключительно глину. Там глины опять исчезнуть лидер. Мы никакую демократию не знаем. Сделаем здесь небольшие складики им под еду на будущее. Ну что, почему бы нет? Надо бы им поставить здесь тоже какие-то небольшие удобства. То есть тот же самый рынок поставить. Да, квартальчик маленький, но в будущем, когда наш город туда дорастет, то эти строения нам играют хорошую службу. Я думаю, пришла пора заняться новыми нашими строениями. Точнее, давайте мы изучим, наверное, стражу. Конечно, нам пока особо негде будет. Да, у нас пока нет, к сожалению, даже острога. Поэтому пока смысла в ней большого не будет. Но в будущем он нам сыграет хорошую роль. Добавок здесь что еще можно открыть? Пока ничего, к сожалению. Только если улучшать уже существующие, типа пастбища, то это все пятерочку. Ну или даже не знаю. Да не, пока ничего особо исследовать мы не можем. И вот наконец-таки мы ввели в эксплуатацию нашу глиняную шахту. Теперь, по идее, постепенно глина будет поступать. Здесь можно будет чуть подуволить людей. Нам столько не нужно. А здесь, наоборот, поднанять 20. Хотя бы здесь как раз таки надо бы еще дом поставить, чтобы они здесь все жили очень рядом, компактно. Могли очень быстро ходить на работу, с работы и таким образом повышать свою КПД. И вот теперь, после получения глины, наши исследователи начали хотя бы чуть-чуть производить новые очки. Также я еще посадил клумбу, потому что у них есть небольшая в этом потребность. И мы постепенно будем ее стараться перекрывать. Также я сажал деревья для этого. Сейчас я решил войти в контакт с нашими соседями из великой нации Теген. И что я хочу? Я хочу от них торговлю. Для этого деньги я брать, наверное, не буду, потому что они съедят с инфляцией. Лучше просто с ними улучшим отношения чуть-чуть. Мы дадим им скот и заключим с ними торговый договор. В будущем нам это поможет более автоматически торговать, потому что военный конфликт мы пока не переживем, к сожалению. Поэтому постараемся сейчас просто подружиться с нашими соседями. С этими тоже можно, кстати, я вижу. Давайте вот так. Заключим с ними тоже торговлю. Будем торговать с ними. И мы сможем уже строить какие-то торговые наши заведения. И сможем заниматься торговлей. И снова сельский фестиваль. Теперь мы будем использовать фрукты. У нас их много. Взамен мы получаем тоже бафы. Очень приятно. Я заметил очень одну интересную закономерность, то что у нас очень много фурнитур уходит на обслуживание наших объектов, поэтому нам нужно что-то с этим сделать. Самое такое простое, это, наверное, просто поднять эффективность ткацкой мастерской. Осталось только ее здесь найти. Точнее, не ткацкой мастерской, а столярной. Вот здесь они находятся, да? По 0,09. За пятерку не густо. Здесь нам пока не хватает. Вот, ну это боевые молоты мы сможем сделать. А здесь мы получим по единичке, да? Ну, неплохо звучит. Давайте смотреть. Теперь у нас, все равно не хватает. То есть нужно здесь больше людей, чтобы просто обслуживать здание. Нам не хватает мебели. Да, у нас одежда тратится. Главное, у нас копятся кожаные доспехи на будущее. И скоро у нас уже будет 200 человек. И мы сможем заняться созданием нашей небольшой, но гордой и сильной профессиональной армии. Как раз таки можно самодельным оружием будет заняться в будущем. Еще давайте мы откроем некоторые вещи, такие как вот Basic Pasture Tools. Даст единичку эффективности к нашим скотоводам. Здесь еще можно, кстати, навес взять за двоечку. Тоже даст единичку эффективности. Это очень большой плюсик будет нам. Ну и можно, кстати, привлечение не так важно, на самом деле. Здесь есть безопасность труда, но вроде как у нас пока проблем с этим нет особо. Поэтому можно пока что забыть. Также я еще решил чуть подувеличить на производство нашего зерна. Как-то его маловато было, на 3 поля мы еще чуть-чуть расширились. И можно уже сейчас брать 200 человек. Получать учебный полигон, острог.
есть теперь мы сможем заниматься военными нашими приколами, чем мы сейчас начнем заниматься. Ну вот и все, мы закончили заниматься нашей полицией. По крайней мере, проблем пока что особо не было у нас с полицией, с правопорядком. Но на будущее мы построили самую примитивную тюрьму — это Острог. Ее охраняет 4 охранника, 40 зэков может быть там. Разместили охранные пункты здесь. Они, конечно, малоэффективны пока что, потому что они не улучшены. Поэтому эффективность их, конечно, сомнительна немножечко. И вот здесь. То есть 3 охранных пункта должны обеспечивать хоть какой-то базовый правопорядок. Касаемо, кстати, еще полиции, мы пока ничего делать не можем, да. Хотелось бы развить хотя бы эшафот, чтобы можно было все-таки заключать их более эффективно. Хотя можно и делать из них рабов, но я в этом не уверен. Мне предлагают заплатить дань. 10 тысяч дерева и кожи. Ну, как бы... Мы откажемся. Потому что наше дерево — это наше дерево. Нечего на него кушаться. Но проблема в том, что они готовят на нас рейд, а учебный полигон у нас только планировался. Ладненько. Не все бывает так, как ты хочешь. Как-нибудь из этого выкрутимся. Нас нападает 25 человек. Мы можем сделать вылазку, но вылазку нам пока делать некому, поэтому сейчас будем заниматься... Постараемся построить. Да, вот они пришли. Они не вооружены, я вижу, особо. Но проблема в том, что у нас вообще нет никого сейчас. Они катапульту прямо у нас строят. Юмористы. Давайте тогда возьмем 250 человек еще. Постараемся как-то из этого сейчас выкрутиться. Что мы сейчас придумаем? А камня нет. Надо было заплатить, это не так дорого стоило. Ладно. Это было бы неинтересно иначе. Как-то они здесь... Ага, вот так они, да. Значит, ну ладно. Ну ничего, мы еще припомним вам это поражение унизительное и отомстим. Мы просто только начали это делать, вы нас застали врасплох. Это было не очень красиво. Ну ладненько. Сейчас достроим, будем заниматься уже подготовкой наших кадров военных, и будет все отлично. Ну вот, мы достроили наш учебный полигон, подготавливает 46 человек за один раз. Проблема в том, что у нас нет столько людей, да и с едой у нас как-то стало не очень все славно. Ладно, давайте пока готовку отменим. Сейчас мы разберемся сначала с нашими войсками, в принципе, как они у нас выглядят. Давайте смотреть. И у нас вот так, наверное, да? Нет. Я помню, здесь где-то кнопка была для этого специальная. А вот так, наверное, да. У нас есть вот эти отряды. Я хочу как сделать? Я хочу сделать один отряд в 50. Хотя, да, один отряд в 50. А остальные отряды, они как бы будут, но они как бы такие, знаете, солдаты запаса у нас будут. То есть мы их иметь будем, они будут примитивно обучены, но чисто ради того, чтобы получать бонус того, что у нас вообще такие люди есть. То есть мы сделаем один отряд на 50, а остальные, это получается 250, вот так вот, да. Сейчас будем заниматься военной подготовочкой. Конечно, хотелось бы это побыстрее все делать. Ну да ладно. Еды нам пока не хватает, опять-таки. В чем проблема? Зерна у нас производство хорошее. Можно еще сюда докинуть парочку этих людишек. И давайте, да что ли, сделаем 270. Поставим еще домик один. И будем заниматься уже военной подготовкой нашего люда. Чтобы больше таких ошибок не случилось. Чтобы мы сами в будущем ходили и занимались грабежами. Все наши граждане прошли первичную военную подготовку.
Теперь у нас 280 новобранцев. Но я хочу сделать один элитный отряд, который будет заниматься чисто войной. Он будет 100% обучен, у него будет снаряжение, и в будущем мы еще сделаем боевые молоты, тоже ему отдадим. Точнее, им, этому отряду. И он уже будет заниматься как раз таки, он пока маленький, он будет заниматься у нас непосредственно уже ведением боевых действий. Надо только, наверное, переставить, надо было для начала открыть хотя бы это производство. Оно где-то внизу было, вот оно. Ну и касаемо, кстати, нашего пищи, нам бы тоже этим заняться. Еще давайте мы изучим эшафот, чтобы у нас все-таки уже появились заключенные, чтобы мы их могли наказывать. Сейчас мы его разместим. Ну вот, мы сейчас обеспечили нашу армию какими-то базовыми потребностями. У них теперь есть оружие, у них есть броня. То есть теперь мы уже готовы. Осталось только подвести их подготовку военную до должного уровня. И в принципе они могут уже разваливать. Они уже имеют 55% ближнего боя обучения. Поэтому в принципе мы сможем себя уже постоять хоть как-то. Из интересного я еще начал проект по постройке каменного карьера, ибо камня нам не хватает. Поэтому здесь будет образовано небольшое каменное, так сказать, каменнодобывающее поселение, которое будет поставлять нам камень в больших уже количествах. Потому что глина работает прекрасно, на исследование нам ее пока что хватает. В будущем будем заниматься еще гончарным делом. У нас случился небольшой пищевой коллапс, на зерно закончилось, как этот момент я пропустил. Сейчас построим еще 3 фермы, чтобы как-то это все... Хотя они здесь, если бы они собирали бы просто зерно, которое валяется, было бы, наверное, получше. Но для этого, наверное, нужно использовать вот здесь автоматику. Не, это для мяса. Нам для зерна нужен пацан, вот он. Пусть здесь они сами нанимают необходимое количество людей для работы. Вот 3 поля готово. К сожалению, надо будет еще людей взять. Поднимем еще армию. У нас же будет скоро 2 отряда по 150 человек. И 1 элитный отряд такой. Чисто боевой. Остальные это скорее так. В случае чего, чтобы под ружье их поднять. Если прям совсем будет плохо. Но я думаю, нам и одного отряда хватит. Элитного, так сказать. Главное, с едой сейчас выровняться. Можно еще, кстати, организовать еще одно пастбище, в принципе. Потом, даже не знаю, мясное сделать или все-таки кожаное. В принципе, мясное хорошо. У нас с едой проблема, но как бы кожи лишней не бывает. Хотя у нас вроде мощностей наших производственных хватает и так. Давайте сделаем все-таки обычное пастбище. Так сказать, мясное. Чтобы кормить наш люд. Касаемо нашей политики в отношении заключенных, у нас так как единственное, что есть это эшафот, мы их не будем, кстати, задерживать долго на одном месте, мы их всех сразу туда, чтобы, так сказать, уменьшить нашу преступность. Она, конечно, сейчас не такая большая, но могло быть и меньше. Пастбище было успешно введено в эксплуатацию, что меня радует. Что позволит нам все-таки, наверное, по еде выровняться. Сейчас она наберет полные мощности оборота и будет все отлично. Здесь мы сразу все уберем. Это нам не интересно. Нас интересует здесь только одно. Это камушек. Да. Камушек. Здесь можно какое-нибудь мясо, хлеб, фрукты, стулья, древесина, а остальное камушек. Просто камушек. Людей нам не хватает. Это факт. Это проблема. Надо бы еще, наверное... Да, мы можем, в принципе, 360 взять людей себе. Вопрос, как еда у нас. Еда у нас сейчас немножечко прикуривает. Но здесь у нас потихонечку оно пока что раскочегаривается, наше пастбище. Сейчас оно встанет, производственные рельсы, и мы, в принципе, сможем это перекрыть. С зерном у нас есть... еще засуха. Ну, конечно, засуха. Как иначе-то? Согласна? Иначе-то не может быть. Значит, будем дальше распахивать наши поля в надежде, что мы как-нибудь выживем. У нас, вот видите, фрукты как раз таки страхуют. Кстати, насчет фруктов. Можно, в принципе, подрасширить их. Вот их что-то мало. Хотя бы вот так давайте сделаем.
Тут довольно плодородное место. Они дают не только сами фрукты, но еще нам древесину периодически дают. Очень даже меня радует. Нам бы по еде стабилизироваться. У нас, конечно, есть небольшие запасы, можно еще будет поохотиться, но, на мой взгляд, это все не то и не так. А так, как вы видите, у нас получается такое довольно-таки неплохое поселение уже. На 360 человек можно, кстати, еще подрасширить нашу армию. И создать еще один корпус в 10 человек. Просто, чтобы все у нас были военно, так сказать, обязанными. Случилось затмение, как вы можете сейчас видеть. И мы просто получили вот такие модификаторы. Интересно. Не знаю, к добру оно или к худу. Ну, что есть, то есть. У нас сейчас, да, нехватка людей, но это из-за того, что все новобранцы пошли заниматься полигоном. Сейчас они быстро пройдут подготовку, и у нас люди должны будут вернуться, наверное. Видите, это замкнутый круг. Не хватает еды, нужно строить. Ты строишь, тебе не хватает чего-то другого. И вот в таком вечном цикле ты живешь и существуешь. Что в какой-то степени очень грустно. Ладно, вот здесь можно поставить домики, я думаю, на будущее. Чтобы здесь наши садоводы жили и не тужили. Все, как вы видите, идеально. С учетом того, что у нас еще не все фермы введены в эксплуатацию в полной мере. А по зерну у нас оно вроде есть, а вроде его нет. Это довольно-таки интересный. Может, потому что оно все здесь сразу хранится. Ну, большая часть его хранится там, да. Это факт. В любом случае, у нас фермы введены в эксплуатацию, и по идее мы теперь оторвались уже от этого низкого порога и сможем как-то жить, существовать дальше. У нас бы еще достроить, конечно, каменный карьер, но наши столяры и так работают на пределе своих усилий. Но, к сожалению, большая часть нашего гарнитура уходит как раз-таки на обслуживание существующих построек. За чем мы очень сильно страдаем. Но я думаю, это все мелочи. Мы с этим справимся и сможем стабилизироваться. И потом уже выходить за пределы нашего государства. В принципе, это можно попробовать было бы сделать сейчас. На самом-то деле, происшествие это грустно. Может, ну, смотрите, у них гарнизон 135 человек, да? Они вооружены, я вижу, двумя бронями, без оружия, без щитов. У них есть небольшой опыт и знания ближнего боя. То есть, в принципе, наши 50 человек могут их всех переломать. Но проблема в том, что как мы это будем все удерживать. Давайте мы с вот этими молодыми людьми стараемся... О чем мы с ними? Мы можем, кстати, сделать как? Мы можем дать им скот, а взамен попросить рабов. Ну, у него рабы не очень интересны для меня. Давайте здесь попросим скот и рабов. Эльфы, да. Точнее, тилапии здесь называют. Что-то они дорогие, тебе не кажется? 4000 получить за скот. Звучит не очень обнадеживающе, поэтому пока что мы эту идею будем держать в голове, но не больше. Идея главное, мы стабилизировались. Здесь остается только ждать. Ну а дальнейшее продолжение будет уже в следующей серии. Надеюсь, вам это понравилось. Если так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и в комментариях можете написать интересующие вас вопросы по этой игре, либо же совет. Также всех зову в свою группу в Телеграме. Там у нас есть чатик, где мы общаемся, делимся советами, тактиками касаемо разных игр, в том числе по Songs. На этом все и до встречи в новых сериях.